Однажды в Италии, а точнее на Сицилии, случилось несчастье. Похищена маленькая девочка, мать прямо из рук которой вырвали ребенка в шоке и не в состоянии хоть что-то толком объяснить. Трое мужчин, лица закрыты, сказали, что убьют. Полицейские переглядываются в недоумении. Похищения на Сицилии, в отчине Коза Ностры, всегда были под запретом мафиозных боссов. И хотя нарушения этого запрета бывали, последний эпизод случился много лет назад. А уж что касается детей, тут правила еще суровее. Лишь однажды, в начале 90-х, мафиози позволили себе похитить мальчишку, но там была совершенно особая ситуация. Да и сама Коза Ностра после того случая чуть не развалилась. Тех, кто обижает детей, людьми чести на Сицилии считать отказываются. Полицейские просто боятся поверить, что на мирный последние десятилетия остров снова вернулся террор прежних времен. Тех, кому интересна история похищенного мальчика Джузеппе Ди Маттео, приглашаю посмотреть ее в ролике «Кодекс бесчестия» на моем канале «Однажды в Италии. Мафия бессмертна». Ссылка есть в описании. Ну а из этого видео вы узнаете, что случилось с малышкой Элиной Дель Поццо, пропавшей 13 июня 2022 года в местечке Масколуччия, что неподалеку от города Катания. Однажды в Италии. Мать Эллины зовут Мартина Патти, и ничего особо примечательного в ней нет. Учится на факультете медсестер, невысокая, в меру симпатичная. Ну, разве что глаза, большие, черные и блестящие, как выросшие под жарким сицилийским солнцем черешни. И еще, Мартина слишком молода, чтобы быть мамой. Рожать дочь она отправилась едва 18-летней, по итальянским меркам рагаццо мадре, девочка-мать. А впрочем, как нередко говорят и сицилийцы, и итальянцы, Сицилия не Италия. Здесь свои порядки, и девушки, как и черешни, созревают рано. Созрела и Мартина, вопрос только для чего. Не похоже, чтобы раннее материнство входило в круг ее интересов. Она с удовольствием тусит с подругами, танцует на дискотеках, крутит романы. Конечно, ничего предосудительного, когда еще жить такой жизнью, как не в студенчестве. Вот только все это, да и вообще студенчество, как-то плохо сочетается с пеленками и подгузниками. И тем не менее Мартина настаивает, ребенка она не просто хотела, мечтала. И любила его с первой минуты, как узнала о беременности. Хотя некоторые злые языки утверждают, что ребенка она, конечно, хотела, но причина была вовсе не в чадолюбии, в общем-то свойственном итальянцам, а в желании накрепко привязать к себе таким образом отца ребенка, которого Мартина желала видеть своей полной и нераздельной собственностью. С Алессандро Дель Поццо они познакомились в автошколе. Он всего-то на год старше, и ветер в голове у него гуляет еще почище, чем у Мартины. Тут одними дискотеками не обходится, дело дошло до судимости и наркоты. Но любовь на такие мелочи внимания, разумеется, не обращает. И разгорается между нашими героями, как положено, мгновенно. С первого взгляда и навеки, по крайней мере, со стороны Мартины. Ну и горячий сицилийский парень тоже тянуть резину не стал. И его любовь забеременела практически сразу же. Родители Мартины хотели, чтобы девушка сделала аборт. То ли не поняли великой любви, то ли были слишком жестокосердны и эгоистичны, чтобы нянчить внуков, а может, просто хорошо знали свою дочь. Кстати, многие вокруг посчитали бы, что это лучший выход. Ну какие дети у самих еще практически детей? Но Мартина уперлась, буду рожать и все тут. Как уже говорилось, она клялась, что очень хотела ребенка. Вот только мало кто верил, что это действительно было так. Правда, на Сицилии с давних пор рожать начинали очень рано. И по сей день здесь не редкость, когда совсем молодые девушки хотят стать женами и матерями и видят свое счастье в семье. Но те, кто хорошо знал Мартину, уверены, она не из таких. Ну а то, что говорит, будто спит и видит, как вместо учебы и развлечений заняться пеленками, так она врушка, каких поискать. Все давно привыкли. И уже и не в таких важных вопросах девушке давно никто не верит. Родители Алессандро тоже совершенно уверены. Мартина затеяла историю с беременностью
исключительно для того, чтобы захомутать их ненаглядного сыночку. Ну как же, первый парень на Москву-Лучии. Всего лишь с парой судимостей за торговлю наркотиками и одним обвинением в ограблении, которое, конечно же, скоро будет снято. Его и правда сняли. Оказалось, виноват другой человек, с которым Алессандро перепутали. Но, как говорится, осадочек остался, не говоря уже о первых 2 судимостях и отсутствии приличной профессии, позволяющей прокормить не то что жену и детей, а хотя бы себя. Зато красавчик, высокий и статный. Глаза тоже, как сицилийская черешня, конечно, любая обрадуется такому подарку. Но вот поди ж ты, шустрее всех оказалась эта девчонка, оторви да брось. В общем, новоявленные свекры от Мартины в восторге не были, так же, как те с тещей не были в восторге от Алессандро. Но кого когда это смущало. Правда, официально молодые родители так и не поженились. Да и кому нужны такие формальности? Зато все остальное по сицилийским традициям. Родители Мартины отправляют юную беременную дочь под крышу к свекрови, чтобы потом на каждом углу попрекать ее тем, что они недостаточно помогали юной девочке с ребенком. Свекровь, как и положено в таких случаях, принимает сноху, пусть и неофициальную. Принимает, разумеется, тоже в полном соответствии с традициями Юга, с критикой каждого шага, рекомендациями и приказами по любому поводу и рассказами всем знакомым и незнакомым о том, что Мартина апатична, ничего не делает по дому и не обращает внимания на мужа. Оно, конечно, свекровь Мартины женщина прогрессивная, про послеродовую депрессию слышала, наверное. С другой стороны, с подружками пощебетать силы у Мартины есть, а обычаи прогрессом так просто не вышибить. Южные итальянки традиционно очень хорошие хозяйки, и мать Алессандро не исключение. Ну да и чего бы не покритиковать опытной хозяйки неопытную. У нее-то дом надраен до блеска, все комнаты в идеальном порядке, как на страницах мебельного каталога. Только в комнате молодых должного, по мнению свекрови, уровня чистоты добиться так и не удалось. В общем, примерно уже понятно, в какой ситуации оказалась Мартина. Девушка хоть и не робкого десятка, но все же молодая и неопытная, и на чужой территории. Но это еще не все к ней претензии. Мартину обвиняют в холодности и отстраненности. Вот, захлебываясь от желания рассказать обо всем как можно быстрее, сестра Алессандро Ванесса докладывает журналистам. Она всегда была странным типом, очень холодной по отношению ко мне и без чувства стыда. Всегда была отстраненной, ненавидела меня, не переносила меня и мою маму, не переносила, что я добилась большего, чем она, всегда мне завидовала. Я учусь на врача. Я сказала ей: возьми мою дипломную работу, измени что-то и напиши свою похожую. Но она ни благодарности, ничего, никогда не поцелует, не обнимет ни меня, ни маму. Она никогда не привязывалась к нам, никогда. Ванесса, конечно, права. Приняли тебя в семью, должна воспринимать ее членов, в сущности чужих тебе людей, так, будто жила с ними с рождения. И никого не волнует, как было принято общаться друг с другом в твоей собственной семье. И совершенно неважно, хочется ли тебе обниматься и целоваться с людьми, которые постоянно тебя критикуют. Так у нас горячих любвеобильных сицилийцев, да и вообще итальянцев, заведено. А потом родился ребенок и, разумеется, стал главным центром, целью и причиной всех этих взрослых игр. Девочку назвали Элиной. Фамилию дал молодой папа, Дель Поццо. Малышка получилась хорошенькая, как черешенка. Кудрявая кукляшка-пухляшка. Сразу же начинаются споры, на кого больше похожа, на папу или на маму. Папина родня, разумеется, считает, что на него, мамина соответственно. Ясно одно, черные глаза у девочки красивее, чем у любого из родственников. Еще больше, еще блестящие, еще живей. Вот характер точно, опять-таки по мнению семьи Алессандро, в них пошел. Ни бука, ни улыба, как Мартина, а просто ангелок какой-то. Милая, ласковая, добрая, общительная. Девочку обожают все. Обе пары дедушек, бабушек, дяди, тети, воспитатели в детском саду. Мама с папой говорят тоже. Про Мартину отзывы, правда, разные. Родители девочкиных одногруппников и ее воспитатели говорят, что матерью Мартина была очень даже неплохой. Заботливая, внимательная, ласковая. А вот семейство свекров как-то не определилось. То скажут, что да, Мартина ребенка любила, заботилась, относилась с терпением. То практически без перерыва, что и не нужна была особо ей дочка.
и поколачивала ее В общем, нерадивая по мамаша. крайней мере, со слов семейства Причем так, Дель что Поццо, приходилось отбирать обычная ребенка у история. нее из рук. Негодящая Вот невестка, только почему не недостойно заявляли воспитывать об обоих, ребенка, ответить не с могут. этим куда лучше справился бы папа и его родня. Но соцслужбы никто не вызывал, актов и протоколов не составлял. Что там было на самом деле, кто же его теперь разберет? Впрочем, кое-что можно сказать с уверенностью. Жизнь у молодых родителей кипела. Тут тебе и ревность, и поводы для нее, яростные ссоры и страстные примирения, клятвы вечной любви и расставания навсегда – все, кроме разве что уважения друг к другу. Доходит и до драк, причем кто кого бьет, тоже не разберешь. Она обвиняет его, он ее. Ну а что же вы хотели? Сицилия. Территория высокой сейсмической активности, временами потряхивает. Правда, отношения Мартины и Алессандры не укладываются даже в сицилийскую норму. Оба ревнуют еще куда ни шло, но что оба изменяют. К тому времени они уже съехали от родителей по вполне понятным причинам и поселились отдельно, над квартирой дяди и тети Алессандры. Дальше, как в современном анекдоте. Возвращается муж из командировки, а жена ведет переписку на сайте знакомств. Ну или уже в приватном чате, смысл от этого не меняется. Терпение Алессандра лопается, и он уходит навсегда, вернувшись к родителям, а Мартину оставив в квартире с дочкой. Но то ли любовь такая неземная, то ли чувство собственничества и обиды не дает так просто отпустить партнера, игры между взрослыми детьми продолжаются. То они сходятся, то расходятся, то Мартина пишет на Алессандра заявление о побоях, то забирает. Одни родители утверждают, что это свекры уговорили невестку не губить окончательно и так уже судимого сына. Вторые клянутся, что справка из больницы поддельная, а от обвинений Мартина отказалась под условие, что Алессандра вернется к ней, потому что она им одержима. Опять-таки, кто же его теперь знает? Но если таки и вернулся, то точно ненадолго. В конце концов, пара окончательно разъехалась и начала строить новую личную жизнь. Причем демонстративно, так, чтобы обязательно уязвить бывшую вторую половину. И все на глазах у маленькой Эллины, которая хоть и проводит много времени у бабушек с дедушками, но совсем ничего не замечать не может. Да и взрослые не дают ей такой возможности. Наверное, я уже изрядно утомила вас этой до нельзя банальной историей, но, увы, то, что произойдет потом, превратит этот семейный сериал в триллер на грани хоррора. Итак, мы приближаемся к финишной прямой. Алессандра и Мартина были вместе 6 лет и окончательно расстались чуть более чем за 2 месяца до трагических событий. Эллина осталась, как водится, жить с матерью, которая, впрочем, нередко оставляла ее на своих родителей, а когда приспичивала и на родителей Алессандра. Приспичивала нередко. Мартина не собиралась расставаться с жизнью молодой вольной пташки из-за такой мелочи, как ребенок. Она, как и раньше, ходит на дискотеки и вечеринки и активно пытается устроить свою личную жизнь. Точнее, картинку личной жизни, чтобы предъявить посмевшему ее бросить бывшему и тем досадить ему. К тому времени прошло 2 месяца. Алессандро успел съездить в Германию, познакомиться там с новой девушкой, завести с ней серьезные и глубокие отношения, познакомить ее с Эллиной. Мартина тоже заводит роман, не менее стремительный и, разумеется, серьезный. Со своим бывшим, с которым она встречалась еще до Алессандры и к которому он ее ревновал. Ну да, назло. А почему бы и нет? Причем роман этот нисколько не мешает Мартине продолжать преследовать Алессандра. Она пишет ему сообщения, ищет встреч с ним, устраивает сцены ревности. Обо всем этом и о том, как изучала Инстаграм давно разлюбленного, и как ревновала, она не стесняется рассказывать. Впрочем, играть в такие игры можно и вдвоем. И Алессандро без ответа ходы Мартины не оставляет. Он опубликовал в статусе WhatsApp фото с новой подругой, на что я отреагировала, опубликовав видео в компании мужчины. Да и пусть бы уже игрались. В конце концов, и бывшие, и настоящие все взрослые люди. И хотя по отношению к ним поступают явно непорядочно, но они, по крайней мере, в состоянии сами себя защитить. Куда хуже то, что родители Эллины, эти двое несозревших взрослых, впутывают в свои игры девочку, часто и охотно используя ее, чтобы ранить друг друга. Мартина показывает Эллине фото ее папы с другой девушкой,
чтобы сообщить ей о том, как ребенок якобы разозлился. Папа не находит ничего лучше, чем ответить тем же, и показывает дочке фото ее мамы с другим мужчиной. И даже вопрос Эллины «это значит, что больше вы не будете меня любить?» не останавливает этих двоих, которые даже не замечают, что, пытаясь укусить друг друга, топчутся на чувствах маленького беззащитного человечка, любящего их обоих. «Видишь, твой отец сумасшедший!» «Не волнуйся, доченька, я нанял адвоката, и ты будешь жить только со мной». Итог закономерен, они начали борьбу за единоличную опеку. Даже не задумываясь о том, насколько она им нужна, единственная цель по-прежнему сделать как можно больнее бывшему. И даже слезы собственной дочери не останавливают их в этой борьбе. Позиция Алессандро, правда, слабоватая. Суд в Италии, так же как и во многих других странах, как правило, в случае развода оставляет ребенка с матерью, а не с отцом. А у него еще и судимости. Причем одно дело, как уже говорилось об ограблении, идет прямо параллельно со всеми этими событиями. Его даже осудили и отправили за решетку, но потом выпустили, выяснилось, что он не причастен. При этом настоящий виновник так и не был пойман. И Алессандро, обозленный тем, что попал в тюрьму за чужие грехи, вбил себе в голову, что должен найти грабителя. Он начал в городе свое расследование. И доискался до того, что под двери его дома подложили записку с угрозами и вполне конкретным требованием: не играй в полицейского, следи за тем, что делаешь. А 13 июня 2022 года случается катастрофа, объединившая всю семью. Эллину похитили. Практически вырвали из рук матери. 3 мужчин, лица закрыты, 1 вооружен. Остановили машину, на которой Мартина везла Эллину из детского сада к своим родителям, отобрали ребенка и увезли, крикнув напоследок, чтобы передали отцу: живой он девочку уже не увидит. Мартина сразу же позвонила Алессандро. Странно, конечно, что не в полицию, но не для Сицилии. Здесь, да и вообще в южных зонах Италии, не очень любят обращаться к официальной власти, особенно если у дела есть мафиозный душок. Мартина обзванивает всех родственников, долго рыдает и кричит в трубку, прежде чем кому-либо удается что-то понять. Какое-то время они мечутся по окрестностям в поисках сами. Наконец, через 2 часа, семья решает, что без помощи полиции тут не обойтись, и Мартина с родителями отправляется в участок. Свекры в ужасе, Алессандро раздавлен грузом ответственности. Он винит в случившемся себя и свое расследование. А вся страна прильнула к экранам телевизоров. Жарким летом новостей бывает немного, а тут такое: на Сицилии опять похищен ребенок. Поиски, конечно же, начинаются, и первое, что нужно для поисков, точное описание нападавших. Мать в который раз повторяет свой рассказ. Внезапно 3 мужчин в масках силой открыли двери машины, 2 держали их под прицелом, 3 взял ребенка и посадил его в свою машину. Прежде чем уехать, они пригрозили Мартине, сказав: помнишь записку? Скажи своему мужу, что это он сделал со своей дочерью. Он найдет ее мертвой. Она повторяет историю 1, 2, 3, но понятнее от этого она не становится. Почему Мартина остановилась? На какой машине были похитители? Куда уехали? Ответов больше не становится, а вот вопросов... Конечно, трудно ожидать от матери в таком состоянии точности в деталях, но должны же быть хоть какие-то подтверждения, а их нет. Записки с угрозами давно уже не в моде у сицилийской мафии, времени на слова они обычно не тратят. Похищение детей вовсе никогда не было здесь обычным делом, скорее наоборот исключительным. И тем более сложно поверить, что такое похищение было совершено белым днем и на своей территории. Была проверена версия похищения ради выкупа. Но хоть семья малышки и не нищая, особых богатств тоже нет. Взять с них практически нечего. Однако сомнения сомнениями, а искать ребенка надо. И следующий шаг полиции – изъятие записей с камер видеонаблюдения. После чего дело становится еще более подозрительным. Камеры работали, записи есть машина Мартины на этих записях. А вот никаких других машин, ни с вооруженными командами на борту, ни без них, нет. Люди, которых в это время в этом районе немало, тоже ничего не видели. Мартина, правда, так и говорит, как на грех рядом никого не случилось, но камеру-то не обманешь, а она неумолима. Ничего из того, о чем рассказывает убитая горем мать, не было.
После долгих ночных разговоров со следователями Мартина, наконец, сломается. Ее так хорошо продуманный план рухнул из-за такой мелочи. Она не подумала о камере. И вот, утром 14 июня, то есть на следующий день после убийства, она произносит: «Да, это была я. Я ее убила». Больше от нее мало что удалось добиться, Мартина не могла объяснить никак, ни почему это сделала. Я была не в себе, не помню, не знаю. Я полностью вытеснила это из памяти. Вот самые частые ее ответы на вопросы следователей. Большого труда им стоило выяснить, где находится тело ребенка. Еще большего – восстановить всю хронологию событий. И все же страшная история была восстановлена во всех деталях. Мартина ревновала Элену к бывшим родственникам, особенно к отцу. Но хуже всего стало, когда у Алессандро появилась новая девушка, Лаура. Та очень тепло, по крайней мере с виду, относилась к малышке. Они отлично ладили. И хотя встречалась Лаура с Эленой всего несколько раз, Лаура не стеснялась на каждом углу рассказывать о том, какая это чудесная девочка, как она привязана к ней и как совсем не хочет возвращаться от нее к родной матери. Не знаю, насколько эти рассказы были правдивы, но Мартина злилась. Девочка действительно тянулась к семейству Дель Поццо. Она вообще была очень ласковая и дружелюбная, да и они хорошо к ней относились. Но Мартина воспринимала это как предательство. Ей казалось, что дочка встала на сторону ее врагов, и она не замечала, что война – это то, во что играют взрослые, а малышка просто любит их всех. И ни о каком предательстве нет даже речи. Ну а уж когда масло в огонь начала подливать Лаура, это, правда, не сподвигло Мартину проводить с дочерью больше времени. 11 июня 2022 года была суббота, и она совершенно спокойно отдала ее на выходные отцу и Лауре, сама отправившись по подругам. Там она веселилась вовсю, и никто из ее друзей не заметил в ее поведении ни какой-то мрачности, ни грусти, вообще ничего необычного. Утром в понедельник в детский сад внучку отвела бабушка, мать Алессандро. А Мартина тогда же утром вернулась с дня рождения. Но вместо того, чтобы лечь поспать всего через несколько минут, вышла из дома и опять куда-то поехала. В 9:04 она подъезжает к пустырю, находящемуся неподалеку от ее дома. Разворачивает машину багажником к полю, открывает его и достает оттуда загодя подготовленные мотыгу и лопату. Прячет инструменты на пустыре, быстро возвращается в машину и уже в 9:06 снова едет домой. Всего через несколько минут, в 9:14, она опять выходит из дома. На этот раз в спортивной одежде и отправляется якобы на пробежку, а на самом деле все на тот же пустырь, где оставила лопату и мотыгу. Здесь, скрытый от чьих-либо глаз деревьями и кустами, она копает яму, в которой собирается спрятать тело своей маленькой дочери. Именно яму, а не могилу. Она уже знает, что не положит туда Элену, а опустит вертикально. Поэтому выкапывает узкую неглубокую нору, едва по росту ребенка. На это ей потребовалось 45 минут. А потом она также бегом вернулась домой и отправилась в душ. Отмывшись от пота и пыли, она отдохнула, возможно, поела, а после, чуть раньше, чем обычно, отправилась в детский сад за Эленой. Здесь глаз камеры наблюдения запечатлел, как Элена, счастливая, бросается к маме на шею. Та обнимает ее. У мамы, где-то в машине, пластиковые мешки и нож. Она уже выкопала вертикальную яму. Но, как ни в чем не бывало, подхватывает дочку на руки и целует. Затем Элена машет ручкой воспитательнице и друзьям, уходит. Кто знает, о чем они с мамой говорят в машине, может, обсуждают, не набрать ли им цветов на том поле, что недалеко от их дома. Мартина останавливает машину, они выходят. Мама предлагает дочке новую игру – надеть на себя большой пластиковый мешок. А когда та соглашается, начинает прямо поверх пакета бить девочку большим кухонным ножом. Элена побежала, мать догнала ее. Та пыталась защищаться. Мартина говорит, что почти ничего не помнит о том, как все происходило. Только то, что совсем не испачкалась, разве что пара пятнышек крови на руках, и что после много плакала. А больше ничего. Не помнит, где взяла и куда дела нож.
Не помнит, что делала сама и как реагировала Эллина. Возможно, и впрямь не помнит, а, возможно, предпочла забыть. На вопрос своего отца о том, как все произошло, она ответила, что не может рассказать, потому что боится, что иначе он перестанет ее любить. Есть чего бояться. От некоторых подробностей этого события оторопь берет даже видавших виды полицейских. Эксперты обнаружили на теле девочки 11 колото-резаных ран, в основном на спине. Но смертельной была только одна, перерезавшая артерию между шеей и ключицей. Потом мама сняла с Эллины шортики и трусики. Видимо, чтобы, если тело обнаружат, преступление было бы расценено как дело рук педофила. Она завернула дочь в еще 5 пакетов и стала опускать ее в яму головой вниз. Тело пошло не строго вертикально, а немного под углом. Никак не просовывалось в дыру, его пришлось трамбовать. Пропихивать с такой силой, что несколько костей оказались сломаны. Оно все равно не влезло полностью, Мартина присыпала землей ступни, но потом песок и вулканический пепел осыпались, и сандалики торчали наружу. При этом Мартина не проверила, действительно ли девочка мертва. Эксперты говорят, что Эллину опустили в яму, когда она еще жила, и умирала она, истекая кровью и задыхаясь, около 17 минут. Остается только надеяться, что ребенок хотя бы был без сознания. Но, увы, точно этого не может сказать никто. Засыпав дочь землей, Мартина вышла к машине, вырвала из дверцы ручку и нанесла несколько ударов по корпусу, слегка помяв его. Потом съездила домой, помылась и переоделась. А потом начала обзванивать родственников и голосить: Эллину украли. Долгое время следователи подозревали, что у преступницы был сообщник. Они просто не могли представить, как у хрупкой девушки хватило сил совсем справиться одной. Сама же детоубийца объяснила это так, как будто у меня была сверхъестественная сила, которой я не могла сопротивляться. И не было даже мысли, которая могла бы меня остановить. Собственно, следствие по этому делу в основном и занималось вопросом сообщника, так как, согласно первой версии, убийство произошло в доме, и дотащить тело до ямы в одиночку Мартина не смогла бы. Но благодаря данным вскрытия, экспертизам, не показавшим наличие крови в машине, и опять-таки изображением с камер, выводы были сделаны однозначные. На пустырь мать привезла Эллину еще живой, и все произошло уже там, прямо возле ямы. Так что особо напрягаться, перетаскивая мертвое тело, детоубийце не пришлось. Защите Мартины Патти пришлось нелегко. В конце концов, они вынуждены были обратиться к независимому эксперту-психиатру. Тот объяснил отсутствие воспоминаний о подробностях тем, что в момент убийства Мартина находилась в состоянии диссоциации, и дал заключение, что она была не способна понимать и контролировать свои действия. Их доктор определил как альтруистическое детоубийство. Дескать, оно было совершено, дабы избавить Эллину от будущих страданий. Суд не принял во внимание доводы защиты. Уж слишком холодно, расчетливо и спокойно Мартина готовилась и заметала следы. Слишком много времени у нее было на то, чтобы одуматься. Но эксперт обвинения охарактеризовал Мартину как незрелую личность со слабой способностью к самоанализу, но без каких-либо психических расстройств, которые не позволили бы ей отдавать себе отчет в том, что она делает. Ни послеродовой депрессии, ни психоза, ни диссоциации, ни даже вселившихся демонов прокуроры не оставили Мартине ни одной лазейки. Скорее всего, здесь был синдром Медеи, комплекс, названный так в честь героини древнегреческого мифа, которая убила своих детей, чтобы отомстить их отцу Езону за предательство и измену. Но синдром Медеи позволяет определить мотив Мартины, вовсе никак не освобождая ее от ответственности и даже не облегчает ее вину. Как смягчающее, суд учел то обстоятельство, что Мартина созналась и сотрудничала со следствием, а также ее молодой возраст. Но все смягчающие равновесились отягчающими, преднамеренностью, сокрытием трупа, устроенными инсценировками. Так что, запросив для Мартины Патти 30 лет тюрьмы, прокурор их и получил. Суд посчитал, что Мартина не смогла решить поставленную перед нею жизнью задачку. С одной стороны, маленькая Эллина мешала ей заниматься своей жизнью,
С другой, она ревновала ее к родственникам со стороны отца, особенно к его будущей женщине, и никак не хотела допустить, чтобы ребенок достался им. Приговор был вынесен 12 июля 2024 года, апелляционной жалобы пока не подавалось. Но мне хотелось бы вернуться ненадолго назад, в тот момент, когда убийца во всем призналась. Тело маленькой Эллины было извлечено из ямы и отправилось в морг. Мартина отправилась ждать своей участи в камеру, а остальные участники этой трагедии продолжили свои игры. Мать и отец Мартины обвиняли семью Алессандро, что они оставили их молоденькую дочку одну управляться с ребенком. Бабушка по отцовской линии, не стесняясь, рассказывала на камеру, как она, прощаясь, говорила Эллине: так как любит она, ее не любит больше никто. Сестра Алессандро в деталях объясняла журналистам, что девочка была ее крестницей, они носили одну фамилию, и вообще она больше любила их семью. В этом соревновании, кто был роднее всех маленькой Элли, не успела поучаствовать даже новая девушка Алессандро, которая, несмотря на короткий срок отношений, рыдала по малышке едва ли не громче всей родни, повторяя: «О, моя девочка». Дольше всех держался Алессандро. Но когда узнал о том, что экспертиза пытается доказать, что Мартина была не в себе, включился и он, написав открытое письмо в прессу, где во всех деталях и подробностях объясняет, что Мартина – злобная садистка, ревновавшая Эллину к нему и к его подруге, лживая и ни на минуту не раскаявшаяся. Что закон несправедливо не отдает детей таким хорошим отцам, как он, а оставляет их с такими плохими матерями, как Мартина. Собственно, вся картина взаимоотношений взрослых этой семьи складывается перед глазами из того, что они наговорили друг другу и журналистам уже после трагедии. Я нисколько не хочу оправдывать Мартину Патти, она, безусловно, монстр. И, наверное, заслуживает и такого наказания, и такого отношения. И да, горе всех остальных членов семьи, безусловно, и, конечно же, требует к себе уважения. Но все же. Вокруг девочки было столько вроде бы любящих ее взрослых, готовых рвать ее друг у друга из рук. И ни один из них даже не попытался, не задумался прекратить безумные игры вокруг этого столь дорогого для всех ребенка. Теперь они сплотились против Мартины, возложив всю вину на нее. Но ни один из них так и не подумал над тем, что, возможно, сделал неправильно лично он. Ни один не сказал: «Я тоже ошибся. Я тоже виноват в этой нашей взрослой войне, жертвой которой стала маленькая девочка». Эллина Дель Поццо, с глазами черными и блестящими, как созревшая под жарким южным солнцем сицилийская черешня. Однажды в Италии.